депутаты вашей фракции возглавляют 3 комитета Государственной Думы. Раньше еще комитет по спорту возглавляли. Но спортивная тема от вас тоже далеко не ушла, потому что ваш бывший депутат, а потом и губернатор Хабаровского края Дегтярев Михаил Владимирович, он сейчас стал министром по спорту. Поэтому практически эта сфера деятельности тоже в значительной степени находится под вашим контролем. Как работает? Владимир Владимирович, год важный, год непростой. Закончилась выборная кампания, прошли ее более чем достойно, даже лучше, чем предполагали, где-то на 20% наши результаты оказались выше. Мы впервые за последние годы оказались в Московской городской думе, там 2 мандата. Из 18 территорий, субъектов Российской Федерации, где происходили выборы высшего должностного лица, мы на 2-м месте. Очень приятно, что и в вашем родном Санкт-Петербурге, который для меня город не чужой, мы оказались на 2-м месте с большим отрывом на губернаторских выборах. Кроме того, большое количество депутатов муниципальных, 1087 человек. Мы здорово опередили наших ближайших конкурентов, КПРФ. Хотя сейчас конкуренция чисто условная. В прошлом году я обратился к россиянам с призывом плечом к плечу, и большое спасибо, вы неоднократно также повторяли это в своих выступлениях и в послании Федеральному собранию. Сейчас именно время быть плечом к плечу за страну, за президента, за нашу скорую победу. Таким образом и работаем. Ну и что касается региональных законодательных собраниях, мы представлены во всех, повторюсь, хороший результат в Москве, на Алтае, в Челябинске, в других субъектах Федерации, на Алтае. Это отправная точка. Мы прожили 2,5 года без Владимира Вольфовича. Тяжело. Это 3-й избирательный цикл без Жириновского и наиболее для нас успешный. Так что будем работать дальше. Ну и, конечно, такой мощный результат задается тем, что стараемся больше работать с избирателями, с населением. Социальная поддержка населения – это, чуть позже скажу, один из центров тяжести в проекте федерального бюджета. И исходя из именно запросов населения, мы сформировали честный план ЛДПР, вот как раз перед вами альбом, где все это подробно расписано. С вашего разрешения такую представлю вам мини-презентацию того, что сделано за последнее время, наши ключевые проекты, итоги выборной кампании, завершившейся 8 сентября. Ну и, конечно, люди ставят непростые вопросы, в том числе трудовая миграция. Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства «Единая Россия», и другими коллегами, запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей-мигрантов в школах и многое другое, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества. Надо больше, с нашей точки зрения, внедрять наукоемких, роботизированных производств, чтобы не было необходимости в неквалифицированной трудовой миграции. Но кто уже приехал, нужно уважать наши традиции, правила. Отработал и уехал. Когда они привозят с собой свои огромные семьи, в обществе возникает напряжение. Безусловно, это очень тонкая материя, которую надо отрабатывать с правительством, в первую очередь, и находимся в постоянном диалоге. Другой вопрос, который постоянно звучит от людей, это так называемый закон о честной цене.
люди, особенно старшего поколения, привыкли видеть на упаковке цену за 1 килограмм, за 1 литр, ну а там мелко написано 910 миллилитров и так далее. В масштабах страны есть вопрос, поэтому будем решать, находимся также с правительством в постоянном диалоге. Ну и многие вопросы успешно решаются. За прошлый 23-й год, за весеннюю сессию, был принят 41 законопроект, предложенный ЛДПР. За осеннюю сессию 19. 60 законопроектов оппозиционной партии за год. Такого никогда не было, и это свидетельство того, что как раз работаем плечом к плечу. И сегодня по-другому работать в принципе невозможно. Хороший результат, 60 законопроектов. Да, будем продолжать, но мы не гонимся за количеством, но будем продолжать в том же духе в плане близости к людям. Именно поэтому у нас и есть тот результат, которым, надеюсь, уверен, гордился бы Владимир Вольфович. Так что... Смотрите, у вас по вопросам демографии и социального развития 132 законопроекта было предложено, да? Я как раз сейчас, чуть позже, представлю вам наше законодательное предложение, которое я буду просить передать с вашим поручением правительству на проработку. У нас 2 таких пакета законопроектов. Второй из них, первый касается действительно демографии. Вы об этом говорите в каждом выступлении. Нам не нужно оставлять тем, кто идет за нами, вопросы демографии. Нам нужно расшить их, как это не было бы сложно и архисложно сегодня. Россия снова должна стать страной многодетных семей.